Здравствуйте, здравствуйте и привет, все мои дорогие и любимые друзья. Это распаковка новой колоды. Эту колоду я буду использовать для вас, когда буду делать расклады. Поэтому перед тем, как начинать, я всегда показываю вам каждую карту, чтобы вы имели представление об этом мире, об этом космосе целителей. То есть любые карты – это целители, которые будут вам помогать справляться со своими страхами, смотреть в будущее с надеждой, находить себе счастье, потому что будущее – это поле вероятностей, и мы там выбираем, что хотим. Ну вот, эта колода очень и очень классная и интересная. Именно от этой художницы потрясающие колоды, потому что они очень эмоционально глубокие. Колода вампиров всегда показывает двойственную часть. Во-первых, может показать негатив, людей, которые берут от вас энергию, и такие люди вам не нужны. Нужно уметь им говорить «нет», избавляться от них и так далее. Но тоже колода может исцелить внутреннюю обиду. Потому что вампиры – это прежде всего обида, да? Такая метафора обиды. То есть то, что, может быть, вас гложет, то, что вам не дает продвигаться вперед, то, что является блоком между вами и вашими целями. Колода очень классная, и вот я показываю вам, как я ее открываю. И здесь вы увидите все подробно, каждую карту вам покажу. А когда я буду делать расклады, я ведь не вынимаю каждую карту из колоды, правда? А лишь только те карты, которые мы с вами видим. Часто в раскладах участвует примерно 30%, я бы сказала, карт. Это правильно, 30% расклада. Но зависит от того, какая колода. Например, на Ленорман лучше делать грандиозные расклады на все карты. Это самый высший пилотаж. Да? Ну, об этом в других видео, конечно. Но в основном используется до 30% из колоды. Если, например, Таро, то старшие арканы, один аркан может целый космос сказать. А младшие арканы ситуационные, там тоже выкладывается. Смотря как, от 9 карт, может быть, от 3 карт, прошлое, настоящее, будущее. Эти колоды в этой колоде карты очень емкие, очень-очень емкие. Поэтому здесь, конечно, можно выкладывать по одной карте даже, да, на прошлое одна, на настоящее одна и на будущее одна. Вот уже и очень полноценный расклад получается. Коробочка очень большая, карты очень-очень большие, и это минус на самом деле любой колоды, потому что слишком большие карты очень трудно тасовать, да. Во всяком случае, можно их перемешать, выложить в линию и оттуда вынимать. Это тоже возможно. Книжица в этом раскладе, в этой колоде просто потрясающая, потому что здесь, вот, вы знаете, ну, в общем, здорово. И blessings, благословение, и тоже заговор. В общем, это магическая книга, и она чисто психологическая, что касается магии, психологии. Потому что любая психология, вообще любой ум – это магия. А также и здесь можно смотреть, как можно защититься от негатива. Книжка очень классная. Написана она только на английском, и для меня это хорошо, потому что я владею английским как русским. Вот, я это забираю. Очень красиво все, очень здорово сделано. Причем здесь US Games, по-моему, эта колода. Сейчас посмотрим с вами, кто производитель. Я ее купила в магазине эзотерическом, здесь в локальном, недалеко от меня. И стоила она $40 примерно, вот канадскими, да. Потому что было 36, и таксы это наценка. У нас наценка идет 13%, 7,6%. 13%, то есть, ну, примерно $40 канадскими. Эта колода стоила. Но она на Amazon примерно столько же стоит. Итак, сделана она какая-то компания отдельная. Это не US Games. Отдельная компания называется Blue Angel. Вот. Коробочка очень хорошая, такая твердая. Сами карты имеют вот такую рубашку. В эту рубашку, в этот имидж, в этот символ, метафору можно себя поместить и узнать свои страхи, да? Или же сделать диагностику вообще, кто на вас влияет, в зависимости от вопроса.
И что интересно, как вы видите, сами карты будут очень яркие, очень-очень яркие, вот такие яркие. А сама обложка, то есть рубашка, она не яркая. Она как бы однотонная, коричневый тон. Это очень интересно, элегантно, потому что сама суть ведь будет в карте, а не в обложке, да. Я вот что вам предлагаю. Сейчас я эти карты буду тасовать. И буду брать по одной карте. Вы, кстати, можете тоже избавляться от страха. Не только рассматривать эту колоду, тоже избавляться от страхов. Здесь 44 карты, и это оракул. Оракул – это тот, кто вам что-то говорит. Если так, на простом языке. В таком случае мне очень удобно, у меня маленькие руки, мне очень удобно так перемешивать, поэтому я вот так перемешиваю такую колоду, длину, да. А вначале я всегда поглаживаю карты, вы этого не видите, я делаю это за кадром, и так 2 раза можно стукнуть, чтобы постучаться, попросить колоду информацию или ее оживить. Ну и вот мы продолжаем ее перемешивать. 44 карты. Любую из этих карт можно загадать себе на то, чтобы избавиться от страхов, пока я буду показывать. Ну, это два в одном флаконе, да. Мы здесь имеем с вами разбор колоды, чтобы вы знали все карты, какие будут использоваться в предсказаниях. Потому что, еще раз повторяюсь, все карты не могут участвовать в предсказаниях, только если это по домам, гранд табло, то есть на все дома, да. На любой колоде можно делать дома на Ленорман, даже на Таро. 36 домов. Тогда это гранд табло, это система, а иначе все карты не могут участвовать в предсказании, только те, которые мы берем. Вот в таком случае, вот так длинно, довольно удобно ее перемешивать, видите? Довольно удобно. Они очень толстые, буквально, я бы сказала, слишком. Сток такой, да, слишком твердый, слишком толстый. Ну, наверное, в этом есть какая-то суть, смысл. Так что я всегда довольна тем, что покупаю. Я знаю, что сделать колоду безумно трудно, и автор все продумал, так что я никогда критиканом не являюсь колоды. Все мои колоды, которые у меня есть, хорошие, все буквально. Все очень глубокие и информативные. Давайте будем начинать рассматривать каждую карту. Итак, видите, кажется, что даже 2, да, взяла 2. Я буду по 2 брать. Итак, возьму свою волшебную палочку для вас, которая тоже чистит от негатива. Это моя такая своеобразная метла. Кстати, вот ведьмы, то есть мудрая женщина, метла – это ведь очищение для очищения от негатива. Это моя своеобразная метла. Ну вот, на этой карте написано outside, то есть вне вас. Вне вас, если вы чувствуете себя одиноко. И вы wanderer, это вы ищете что-то, вы хотите быть удивлены жизнью, это правильное отношение к жизни. И этот шар, это целый космос, тоже показывает, что внутри космос и снаружи. Очень мудрая карта. Ну а красота цвета просто невероятная. Это здесь просто, как сказать, фист, что-то потрясающее, чтобы вот видеть эти все цвета. Написано thirst, или же желание чего-то, что-то получить. Thirst – это, конечно, жажда или желание. Craving – это, например, когда мы сахара много хотим, можно избавиться от этого. Compulsion – когда мы что-то повторяем, потому что привыкли это делать. И obsession – что нас к себе слишком привлекает, мы не можем от этого избавиться. Я здесь не буду сейчас делать перевод, но я специально покупаю карты всегда на том языке, на котором автор их сделал, чтобы был живой перевод во время чтения. Я не буду делать перевод каждой карты, иначе видео у меня займет много очень времени. Итак, следующие 2 карты. Здесь написано на этой free will, то есть у вас есть свобода выбора, а на это написано love conquers all. Любовь все побеждает. Вот здесь волк или собака, это как лучший друг. И да, любовь побеждает, наверное, вражду или же обиду. Даже обиду. Обиду трудно победить, но нужно пробовать. Корона такая красивая. Free will – это вы выбираете, вам сейчас обижаться на жизнь или нет и так далее. Очень мудрая карта, очень-очень мудрая. Итак, что мы здесь видим? Заберу это в сторонку. Вот что мы здесь с вами видим, дорогие друзья.
На этой карте написано «The monster within». Это монстр внутри человека, то есть его теневое я, с которым мы сражаемся всю свою жизнь. Или принимаем его, начинаем его интегрировать. И courtesy. Courtesy – это значит, когда вы polite, когда вы чувственны к потребностям другого человека, когда вы уважительно относитесь к другим. Я не думала, что мне придется переводить здесь сейчас, потому что 44 перевода – это вот так мы видим. Итак, написано creator, то есть мы сами творим свою жизнь, и здесь написано nobility, это означает, что вот внутренняя планка благородства. Очень красивые карты, правда же, да, мои дорогие? Свет немножко падает со стороны, у меня так стол стоит, мне нужно было, наверное, по-другому стул поставить, но, надеюсь, вам хорошо видно, напишите, или красиво видно цвета, да, потому что цвета потрясающие. Итак, resurrection – это возрождение, или же когда мы восстанавливаем себя назад. И transmission – это когда человек… Вот знаете, как у алхимиков из свинца делали золото, да? Transmission – это передать что-то, да? Когда мы другому хотим что-то передать, какие-то знания, или чтобы нас поняли, вот, типа. Да, но есть такое нехорошее понимание transmission, можно вирус передать, не дай бог, конечно, да. Вот. Но transmission в хорошем понимании, что я хочу сказать, что, например, любовь можно передать, да. Вот она, любовь заразная, или хорошее настроение заразное в этом плане. Hope – надежда, очень красивая карта с свечой, да, надежда. И Manad, я не знаю, как это слово перевести, но нужно посмотреть в Google. Но здесь написано madness, ecstatic ritual, energy release, то есть освобождение от энергии. Это когда есть какое-то сильное напряжение. Madness – это как будто сумасшествие какое-то, да, экстазия какая-то, как вот нужно избавиться от чего-то. Очень классно, красиво и очень. Следующие две. Итак, redemption – это избавитель, избавление от чего-то. И natural – натурально, органическое, натуральное, реальное, аутентическое. Красота невероятная, да? Итак, девочки и мальчики мои дорогие, кто смотрит, касается всех, конечно. Итак, transgression, то есть это когда кто-то нарушает ваши границы, да? Mistake – ошибки. Call for help, позвони, вот в старый телефон, позвони, чтобы кто-то помог. Или reach out, попроси кого-то о помощи, или ангелов, или людей. Далее. Они новенькие, они еще так, вот. Primal, главный. Deep within, главный человек сам к себе. Compassion, сострадание, эмпатия. Her last day in the light. Ну вот это перед зимой, например, да, последний день солнечного лета, да, например, конец августа. Вы видите, это очень красивая карта, и написано на ней, что нужно искать свет, нужно искать солнце и внезапные перемены. Нежная такая карта. А здесь faith, немножко намек на религию, и ключ, замок, ключ к сердцу. Trust – это доверие, и confidence – это уверенность. Какие красивые цвета, правда? Дальше смотрим. Knowledge – знание. Стадии знания, книжки, вот глобус, библиотека. И enlightenment – это означает просветление, увидеть что-то, epiphany. Ага, вот так, как бы понимание, да? Innovation – что-то новое узнать. Зеркало и тыква. В общем, все таки интересно. Здесь много очень. Чем больше у нас метафорических символов, тем лучше, конечно, карты. Тем они более информативные. Prey – это жертва. Prey – да, жертва. Не только жертва, это тот, кто гонится за чем-то, чтобы использовать. Watched. Вот
с глаз, можно сказать. Sacrifice это как жертва, да. Обе карты, кстати, о жертве. Знаю, prey это когда кто-то гонится за вами, чтобы что-то у вас взять. Ну, как хищник гонится за своей prey, за козочкой. Далее. Eternal youth. Вечная юность. Все, чего хотят девочки. В этом жизни нет. Нельзя заморозить себя. Но здесь такая мудрость. Ecstasy, экстазия. Bliss, то есть какое-то откровение, какое-то просветление. Открытие, rapture. Как вот раскрытие, да. Угу, классные мотыльки. That death will come. Такая карта, да, мощная. Mortal, finite, fragile. Жизнь хрупкая. Ну, каждый день человек рождается наново, да. Что-то должно, семя должно умереть, чтобы родилось растение и так далее. То есть это возрождение, вот как карта смерти второго. Seduction. Seduction это когда кто-то кем-то манипулирует, кто-то кого-то обольщает, обольщение, desire, желание, обольщение, манипуляция. Краски просто невероятной красоты, такие вельветовые, очень мягкие. Здесь было две. Возьмем их все три. Я всегда слушаюсь карты. Карты, что хотят, то и делают, они же здесь главные. Nightmare – это кошмар какой-то, если человеку приснился. Нужно избавиться от этого. Ancient – это древнее что-то. Древний архетипичный человек у нас у каждого есть внутри. Immortal – это вечный, да? Вечный. Вечная такая какая-то составляющая каждого человека. Вот на виолончели кто-то играет. Discipline написано. Дисциплина. Дисциплина нужна. Дисциплина нужна. И практикуйте дисциплину. Rebellion это, я беру, если вы не против, чтобы, может 4 сейчас вышло. Rebellion это когда революция, вот что-то революционное, что-то такое, что нужно взять. Агрессия какая-то такая, да? Вот что у нас дальше. Hunter это, наверное, охота за чем-то, агрессия тоже здесь есть, и jealousy. Jealousy, конечно, зависть, или же jealousy, да, зависть, наверное. Envy, жалость. Я сейчас просто, как бы показываю вам карты, да, говорю спонтанно, поэтому здесь может быть тоже ревность, jealousy, ревность, envy, зависть, скорее всего, если так четко переводить. Понимаете, кто думает, что язык можно четко перевести, тот заблуждается. Язык, он живой, и его нельзя перевести дословно никогда. Итак, давайте по 3 брать, сколько у меня здесь еще. По 3 будем брать. Death rights. Это вот с чем-то или с кем-то попрощаться, чтобы новое в жизнь вносить. Burned by the sun. Это обожженные солнцем. Амбиции какие-то, да, амбиции слишком высокие. Желание достичь чего-то тоже может быть вредно. Witness. Witness это свидетель. Свидетель вот чего-то. Персональное свидетельство, personal evidence. Следующие карты. Написано reason, то есть резон, логика, смысл. Интеллект. Вот эта карта reason, это карта the past, a prison. Как понимать the past, a prison? Когда человек может вот очень обижается на что-то. Bitterness это такая, знаете, составляющая внутри, когда человек grudge имеет, то есть он не то что даже злится. Grudge это даже не обида, а это нельзя отпустить. Refusal to let go. Grudge это, знаете, когда человек вот
не то что даже обижается, имеет чувство такое, что вот затаил злобу, даже вот грач, затаил злобу. Bitter — это и есть такая горечь, да, грач, горесть. Можно избавиться от этих всех вещей. Понимаете, каждый человек имеет эти все квалификации. Нет идеальных, нет каких-то ангелов на земле. У нас у всех есть квалификации эти, потому что наша жизнь побила, да. И эти карты, они как терапия, я бы сказала, это очень классная терапия. The call of the night. Вот ночь зовет, да, на приключения. И excitement — это когда человек, возбужденной нервной системой, вечером, это, конечно, вредно. Антихиро, не герой, другими словами, да. То есть тот, кто рискует. Вот такие еще 3. Средняя карта religion, и она уже была. Как понимать это? Такая же карта уже была, правда? Ну-ка посмотрим. По-моему, у нас уже была карта религия. Каким образом она там еще раз очутилась? Интересно, 2 одинаковые карты, что ли? Это религия, я просто буду говорить, пока буду искать. Supernatural, супернатуральное. Это то, что вот высшие силы, можно сказать, да? Супернатуральное. Все магическое. Но мне кажется, что мы уже видели карту религии, правда? Да, видели с вами эту карту? Очень-очень классная. Это карта терапевта. 44 терапевта. Сейчас посмотрю. Мне кажется, что я уже эту карту вам показывала, да, религия? Или нет? Вот она. Ага, понятно. Вот это такая же карта, но... Видите, как я запоминаю быстро, да? Карты только первый раз вижу. Похоже, да? Похоже, но не совсем. Faith — это вот эта карта с крестом таким, а религия? Религия — это как rights, это как закон. Здесь проходит религия, да, тоже ключ. Но здесь faith — это когда есть вера в сердце, да? Faith — это вера в сердце, когда мы доверяем. Вера в сердце. А религия — это как закон, как исполнение закона. Вот такие, мои дорогие карты, замечательные терапевты для вас. Я буду делать терапевтические расклады на них. Пишите в комментариях, пожалуйста, как вам понравилась колода, какое ощущение она у вас вызвала. Это очень важно, потому что колода будет для вас работать. У каждого человека будет слышать свои слова, и у каждого человека колода будет работать, конечно, по-своему. Поэтому приглашаю вас на эти расклады, на все мои расклады, настоящие, бывшие или будущие, везде использую. Будем видеться. Всех люблю, обожаю и жду ваших комментариев. Пока-пока.